Приветствую! В линейке компакт-кассет 1985-1986 года конкуренцию сегодняшней героини Maxell UR составляли немногие магнитные носители, но столь же именитых брендов. Германские Agfa Ferrocolor HD, Bass LH-E1, японские Denon LX, Fuji DR и FR, американские MMRX DB и Scotch BX, снова японские Sony EF и TDK AD. Это были, на мой вкус, самые оригинальные и красивые изделия. В 1980-е художники-дизайнеры соревновались в изяществе корпусов кассет и яркой росписи вкладышей и наклеек. Я купил эту кассету, бывшую в пользовании, в моем городе за 10 белорусских рублей или чуть более $3 США. Выглядит она как новая. Красный, серебристый, черные цвета наклейки, вкладыша и корпуса кассеты очень гармонируют. Даже серебристая разметка в окне кассеты и надпись Maxell тут к месту. Кассета упакована в фирменный, полноформатный футляр из прочного прозрачного пластика с рифлеными гранями. Точно такой футляр был у кассет 1982 года. Модель с цилиндрическими стопперами на 3 опорах в то время использовалась уже 4-й год. На верхней грани имеется гладкая выемка под палец. В зависимости от рынка производства и сбыта в 1985-1986 годах у этой модели кассеты было несколько вариантов вкладышей серого и красного цветов, с фигурным вырезом фронтальной части и без него. А на одном из сайтов указано, что кассета с красным вкладышем поздняя, то есть 1986 года. Судя по штрих-коду с цифрами 49 на тыльной стороне вкладыша и отсутствию других пояснений о стране изготовления, а также по тексту на английском, немецком и французском языках, у меня кассета изготовлена в Японии для европейского рынка. Вкладыш из плотной бумаги с большим разворотом. На нем проиллюстрировано и имеется пояснение на 3 европейских языках о том, что ракорд имеет неабразивный слой для чистки магнитной головки, на нем есть метки стороны и направления движения лентой, а также цветная полоса в начале, в данном экземпляре голубая для 90-минутной кассеты, обозначающая начало 5-секундного отсчета для записи на ленту. С внутренней стороны много места под трек-лист, а фигурный торец окрашен одинаково в красный цвет с обеих сторон. Кстати, именно вкладыш изнутри особенно пахнет так называемым китовым жиром, и очень слабый запах у ленты в этой кассете. В комплекте имеется брендированный стикер. На нем 4 наклейки с серебристыми полосками. Кассета представляет собой черный разборный корпус на 5 черных винтах. Фактура пластика в мелкую плитку, образующую рамку. На нем снизу слева в квадрате указана сторона кассеты, а справа в таком же по размеру квадрате стрелка вправо. Средняя часть поделена на 2 поля. Сверху узкая полоса для вклеивания комплектного стикера. Ниже яркая серебристая этикетка с красными полосами. В центре крупное прямоугольное окно. Фактурой корпуса напоминает ее одногодку TDK-A, а прямоугольным окном в центре аудиокассеты Denon, хотя может это фишки и самого Maxell. Да, красивая кассета с яркой и более привлекательной наклейкой, чем у ее предшественниц Maxell LN и UL 1982 года. Все ее грани гладкие. Сверху сохранились блокираторы записи и гравировка серийного номера E106-7401. Что ж, ожидаю увидеть проиллюстрированный на вкладыше ракорд. Так и есть. Лента комплектная, шоколадного цвета. Кстати, на вкладыше имеется разъяснение о том, что в кассете используется лента с частицами оксида железа с формулой чистый кристалл, повышающая уровень отдачи и снижающая собственные шумы. Сравнивая с лентой LN 1982 года, кажется, что они одинаковые, и никакого визуального совершенства лента не содержит. Снизу обе кассеты во всем схожие, только металлическая пластина в модели LN более блестящая. Ну что ж, сравню обе кассеты в магнитофоне, чтобы убедиться в вышесказанном. Но сначала послушай, что на ней записано. Во-первых,
мы с вами рассмотрим события, предшествующие зарождению церквей. События, предшествующие зарождению церквей. Пока не пишите, я потом продиктую. Несмотря на то, что я покупал кассеты в разнобой, мне снова попалась лекция об истории христианства в СССР. И как прокомментировал прошлое видео с обзором компакт-кассет Sony HF 1972-1978 годов один из зрителей с именем Константин, религия явно спасла эти кассеты. Конкретно об этой кассете пока скажу спасибо религии за ее внешнюю сохранность. А сейчас оценю ленту. Для этого запишу на кассету два сигнала низкой и высокой частоты на кассетной деке Sony TCK222 и SA. Регуляторы калибровки в нулевом положении. А уровень записи для входящего сигнала частотой 400 Гц я выставлю на значение 0 дБ по шкале этого индикатора 250 нановебер на метр. Итак, на входе 0 дБ. дБ пишется на эту ленту. Good. Сигнал низкой частоты записался без падения уровня. Теперь запишу сигнал высокой частоты со значением 10 кГц. Положение регулятора уровня не менял. Опля, аж минус 5 дБ. Ну конечно, это уже лента 1985 года. А на входе так. Теперь калибровка. Ручной настройкой тракта записи кассетной деки Sony удалось компенсировать снижение уровня высокочастотного сигнала для кассеты Maxell UR90. Здесь он отстает от метки на 3 сегмента, уменьшая ток подмагничивания до минус 10%. И, соответственно, слегка понизил уровень на один сегмент индикатора. Его регулятор практически в нулевом положении чуть отклонился влево. Буду считать погрешностью из-за крупного масштаба этого индикатора. Еще раз сверяю вход и выход. Good, все ровно. Теперь сравню положение органов калибровки для ленты Maxell LN90 1982 года. Калибровка. Ну, в общем-то, близко, но ленты различаются. Биас из положения минус 10% поднял до минус 5%, а уровень еще чуть понизил до минус 0,5 дБ. Готово. Теперь вернул органы калибровки в положение для кассеты Maxell UR и запишу одну композицию из бесплатной фонотеки Epidemic Sound. В линейке 1985-1986 года лента UR начального уровня, поэтому каких-то рекордов я от нее не ожидаю. Слушаем и оцениваем на слух. I know sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. When you're thinking everything is gone wrong, just remember that I'm here to cheer you on. Yeah, I wanna pick you up from the ground, let you know that I'm always around. 'Cause I know we can make it, yes we can make it if we try. Keep on trying. You got it. I believe in you. You got it. I know you got this. You got it. Just keep on trying. You got it. There's been a lot of bumps in the road. Oh yeah. Always carrying that oh so heavy load. When you feel like there's too much on your plate, just call on me, and I'll help you carry some of that weight.
you know that there's always a helping hand. 'Cause I know we can make it, yeah, we can make it if we try. Yes, we can make it if we try. Keep on trying. Got it. You're gonna make it. Got it. I believe in you. Got it. Trying. Keep on trying, girl. Got it. You're gonna make it. Got it. 'Cause I believe in you. Yeah. Just keep on trying. Got to keep on trying. Oh, baby, I believe in you. Just keep on trying. Everything will be alright. Хорошая запись, я даже особенные шумов ленты не услышал. Все как в источнике. Good. А вывод такой. Религия спасла и ленту первого типа с формулой «Чистый кристалл». Вполне себе годная для хорошей записи и по сей день красивая 40-летняя аудиокассета Maxell UR, предположительно производства Японии. Я благодарю тех, кто досмотрел это видео, за оценку лайками. Буду рад новым подписчикам. Ваши отзывы пишите в комментариях. Всем добра, пока!